То есть я сказала, буду стареть с достоинством. Да. С достоинством. Все, что есть, все мое. Здрасте, а есть место у вас? Втроем? Вон там, да? Прям на входе. Че, садимся? А что? Ничего. Так, здесь два и два. Садитесь туда, Валентина Ивановна. Сейчас. А другого нет, да? Только это? Садись, Сань, туда. Садись. Ставь сумку сюда. Так, ну что, посмотрим. Конечно, сейчас поглядим. Это вам, а это нам. Посмотрим цены. Здесь ничего не видно. Разливное пиво. Я и пиво-то не найду никак. Вот она. Давай, читай. Вот разливное пиво. Читай. Почем? 240, 380 гривен, нормальная цена. Так, нормально, да. Нет, колбаски пиво, Игорь, нормальная цена. А где здесь? Сколько? Еда-то есть? Вот она, Есть, да, открывай. И почем колбаски? Сейчас. Ну вот, смотрите. Картофель фри, Валентина Ивановна. 320 рублей. Нет, отпадает. Колбаски, смотри, бачу. Ваня, я его уже давно собрал. А где колбаски ты увидел, Вот Саша? они. Где? А, вот, колбаски с пивом. Почем, Дарик, 200 много? Так, 500 рублей. Ой. 500 рублей. ну здесь цены такие, Валентина Ивановна. Да, большая цена для колбасок. Ну, если картошки фри, 300 с копейками, Да. пусть она и стоится, все. Так, Сань, что, ты был здесь? А? Давай, говори, что будем. Пиво, Ты был здесь? А к пиву? пиво. Да я когда был, Игорь? Ты что, 100 лет в обед? Так, Там надо смотреть, кто что будет. Я буду пиво. так, козел какой-то здесь. Он пил пиво, говори, какое вкусное пиво. Я темное пью. Для меня темное все вкусное. Домашние настойки. Нет, это отпадает. Ну, козел хорошая тоже, Игорь. Пиво? Да, конечно. Есть светлое, есть темное. Ты какое? Я Ты Ты темное. темная. А вы? А я светлая. И я светлая. 3 козла, короче, Три да? козла, да. А что, и Это нормально. И что там поприличнее из 500 колбаски из свинины со специями. Кто? Колбаски? Из свинины со специями. 700 рублей? 570. Ну, а здесь дешевле нет, Валентина. Да? Все такое же? О, Нет, здесь же вот тоже есть. Видишь, горячие блюда. Что? Что там? Ребрышки есть. Нет, ребрышки нет. ну это долго все. Как я смотрю горячие блюда, то колбаски самые дешевые получаются. Вот так. А смотри, горячие блюда какие. Да нет, здесь много чего есть, на самом деле, смотри. Да. Ну какого хрена ты не прочитаешь, интересно? Да потому что у меня расплывается, у меня очков с собой нет. Вот и я без очков. А, вот вы не видите нифига? Конечно нет. Вот вы за это, я без очков, да. Вот здесь вы говорили, Цезарь здесь стоит 720 рублей. И там также отпадает, это уходит, от этого уходит все. Это не еда. Смотри, может, я взял очки. А? Смотрю, может, я взял очки. Я не взяла, я оставила тут. Ну что, давайте 3 пива и колбаски. Так, 2 светлых козьего и одно темное. По 0,5, да? 0,5, По да? 0,5.
3. Два светлых. 2 светлых, одно темное. Все по 0,5. Закуски какие желаете? Так, и, наверное, колбаски мюнхенские. Будем? Тоже 3 порции сделайте нам. Вам нужен к ним гарнир, соус? Соус Гарнир, какой-нибудь. соус, выжимал. Нет, гарнир никакой не нужен. Ну, соус, а какой соус? Есть барбекю, чесночный тартар, Мне чесночный. Мне не надо соуса. Тебе чесночный, да? Тебе, вам вообще не надо? Чистый, да, у меня есть чистый. хрен, горчица, кетчуп. Ну вот, горчички. А давайте лучше мне крем. Чесночный. Мне горчица. А вам? Хрен. Хрен? Хрен. 2 хрена и Да, горчицу. чесночный увеличить. Хорошо. У вас будет два цвета козьего по 0,5, один темный 0,5, 3 мюнхенские колбаски с горчицей и 2 хренами, правильно? Да. А сколько там колбасок тогда мюнхенских? Сколько 3 дают? колбаски. 3 колбаски, да? Нормально. Можно было... Я сейчас принесу колбаски по течение 15 минут. Хорошо. Пиво можно сразу. А, не принесут. Я пойду сюда руки помою. Пойди, разведай, пойди, разведай. Салфетки. У Дины Ивановны есть салфетки. Я руки мою. Нету сегодня, сумка другая. Вымыл. Ты сними, не одевай, что ты жаришь? Да я его одел, когда Сашка здесь рылся в этом. А, не жарься. Вот, Так что гуляем, все гуляем. А люди... вот такие. Слушай, когда принесли мужикам рюмочки с водкой, видно, и на ней лежит большая луковица. Ой, интересно. Закусывают, наверное. Так, все, в следующий раз только с очками, пожалуйста. А без очков все, аут. А вот драники по-чешски здесь есть еще. Ну-ка посмотри, сколько они стоят. Вот. Личный А туалет. драники, видишь, еще здесь есть. Почем? Сколько? С грибами 520 рублей. Так, а С чистые? рыбой и креветками 790. Куриный со шпинатом 590. С тунцом 620. С копченостями 510. Ну, в общем, в пределах 500 рублей, понятно. Но драники на ВДНХ, белорусские драники, там другая цена, дешевле. Может быть, еще потом, может, драников Не возьмем? надо, мы и так набрали. 3 колбаски будет. Белорусский самый вкусный. Чего? Белорусский самый вкусный. Белорусские хорошие на На ВДНХ. ВДНХ, там при входе это самое богатырь. Я помню, стримы, когда вел, там драники ел. Давайте сумку, Валентина Ивановна, сюда положим. А есть пиво у них 0,5, 0,7, он большие кружки есть. Ну вот и целый литр вон таскают. А сейчас вот я рассказала. Смотри, мужикам принесли рюмочку, да? И на ней, смотрели, луковица лежит, видишь? Да. Вот. На рюмке луковица вот такая, вот. Сейчас мы заснимем, как будто интерьер снимаем. Ну, вот такой здесь интерьер, дорогие друзья. Чешская пивная. Чешская пивнушка на Круглой площади. Но в Чехии еще пьют... Луковицу сними. Кого? Луковицу, рюмку с Ну, луковицей. я так провел, что мне прям к ним туда. А в Камеру. Чехии еще с пивом с темным пьют бекером. Холодный, бекером. Ты Бехтерев. в Чехии не был? Я 8 лет подряд ездил. Я ж Бехтерев я это- ж я же по месяцу жил вот в Чехии. Слушай, Я ж каждую зимой уезжал на Бехтерев месяц. кошмар. 20, 25, 30. Я там этого пива вот так вот опил. Вкусная? Очень. Его ничем не удивишь. А нам в Москве чешское пиво. Сейчас посмотрим, возможно, понравится. Хотя я тоже и у Швейка была, и у Флика. Вот так. В Праге. Да, была в А Праге. я был в Карловых Варах. И была. Вы были в Праге, да? Я и в Праге была, и в Карловых Варах была. А в Карловых Варах есть единственный музей в замке новогодних игрушек. Да.
Он там на высоте, там держит женщина этот музей. Там и старый, там и тех времен этот музей. И продаются ихние новогодние игрушки. Вроде и музыки нет, а гул такой стоит, да? Они всегда так. А когда создавали композиции новогодние, слышишь, новогодние композиции в Чехии, я 3 или 4 раза был в Карловом Варе. А новогодние композиции каждый год разные другие. Вот как будто ты попадаешь в какой-то один дома. Вот есть новогодний лотей, вот туда ты попадаешь как в один дом. Слушай, Такая Игорь, красота. меня пивнушка поразила в Одессе. Были в Одессе? Была в Одессе. И пивнушка. Я когда только шагнула из дверей, я прибалдела. От рыбы шелуха лежала на полу вот таким слоем. Они ее чистят и бросают, и никто не подметает. Почему? И ты, не знаю, там так было видно. И вот ты идешь по этой шелухе, просто вот почти по колено садишься. Вот. И вот я почему прошу, там шум такой же стоит. А пивнушки в Мюнхене, где Гитлер выступал в этой Мюнхенской знаменитой, она же двухэтажная. Мы сидели на первом этаже, а на второй просто потом пошли посмотреть. Вот это как бы настоящий огромный вокзал. Огромный вокзал. И шум стоит, как на вокзале. Это было жутко. И все. Но пиво там тоже очень было вкусное. И очень были вкусные шпикачки, которые дали шпикачки к пиву. Шпикачки это те же сосиски. Да, сосиски, но хорошо приготовленные. Ну, в пивнушках везде такой шум стоит. Шум, да, везде пиво. Везде. Да. Я не знаю ни одного места. Потому что все разговаривают, и никто не обращает ни на кого Представь, когда ты внимания. слышишь разные языки. За светлый ходил, темный. О, спасибо. Так, ну давайте вы чокнитесь для картинки. Давайте. Картиночки. Вот они. Давайте. Для каких картин? Смотрите сюда Да. и замрите. О, вкусно. Подождите, еще раз. Нет. Все, И замрите на секунду. Вот теперь давайте И ты, а тебя не видно. со свиданницем. А тебя Ничего не страшного. видно, свидание. Сейчас Саня скажет, как. Хорошая. спиртом не отдает. Главное холодное. Нет, главное, что спиртом не отдает. Это всегда имеет очень хорошую... Конечно. Нам Ну, а нужно вот темное более- пиво, оно как квас. А нет, на, попробуй. Ну да, глоток, поставь я тебе. Нет. Я с этой стороны сейчас чуть-чуть. Оно сладковатое, но оно пиво как пиво. А у нас вот. Ну да, оно сладковатое. У нас Оно вкуснее. сладковатое, но мне нельзя светлое, у меня аллергия. У меня же затыкается, я же здесь замечательно. Ему пиво светлое нельзя, вам сметану нельзя. Одни Но при этом же у меня это развилось, наверное, лет 5 назад, у меня такого не было. У меня не было такого. И самое главное, что это в Москве. именно от пива, Да, в Чехии, в Праге я могу пить и светлое, и темное пиво. а здесь только темное. Да? Здесь только темное. И то у меня подозрение, что у меня на темное тоже уже начинается. Дохлый ты. У вас на сметану, молочный продукт. У меня молочный, да. Ну, тогда не надо мне... А, Валентина Ивановна, спрашивают, а как же мороженое едите? Мороженое я просто себе иногда позволяю, как говорится, уже страдаю, но позволяю. Просто хочется. Иногда. Просто А хочется. я себе мороженое позволяю всегда. Я нет. Подвесили. Просто рядом. Перевесили микрофон, а то я рассказывал в прошлый раз. Валентина Ивановна идет, у нее бусы колеблется и по микрофону. А мы не обратили внимания, да. Я уже обратил потом, когда видео монтировал. А что-то я хотел сказать, и мне мысль сбили с этим микрофоном перевешиваем. Что ты подозреваешь, что у тебя уже и от темного пива аллергия? А, нет, про мороженое мы говорили. А, про мороженое. Ты точно. позволяешь его себе? Я даже я себе мороженое позволяю всегда, и даже когда болею. Что мороженое? Когда болею. Когда болеешь? Оказывается, я вычитал, От что... чего заболел, тем и лечись. Да, что оказывается мороженое
можно есть, когда ты больной, когда у тебя температура. И меня всегда, когда у меня температура, меня тянет на мороженое. Я хоть убей, я пойду больным возьму мороженое, чтобы его просто скушать. Нормально? У меня это с детства. 1 + 1 равно 3. Да, ну 3 штуки. На грушовицу и... грушовицу и сливовицу белую. Это вот, наверное, им и приносили. С луком. Да. А крушовица это пиво. А надо было спросить, крушовица темная или светлая? Игорь. А что мы сразу не увидели? Давай, никто и там еще чего-то. Это что, такое? Алкогольная она, да? А крушовица это тоже пиво. А, пиво? Есть темное, есть светлое. Точно. Получается, 2 берешь, одно бесплатно. В день рождения скидка 20%. Вам нет дня рождения? Да. 5-й ланч за счет заведения. 5-й раз. Больше пива, большая скидка на все 50%. Это воскресенье, понедельник, там возле туалета висит, я увидел. Что там висит? До 50% скидки. А, воскресенье, понедельник, еще какой день? Да, все. Воскресенье, понедельник, все. Здесь сделано, как будто ты в Праге находишься, в Чехии. Но мне в Чехии нравилось, на Вацовской площади, там есть ресторан, паровозики, пиво ставят и тебе его везут. Вообще, это было так прикольно. А у нас мы тогда заказывали пиво, бехеровку, и представляешь, паровозик такой, 3 паровозика, даже Ну, было. слушай, ну Бехтерев купить не возьмешь. Да вы что? Чего не возьмешь? Бехеровку. Бехтерев. Это что такое? Бехеровка. Это настойка травяная. Блин, вы что знаете? Я в этом деле... Бехеровка настойка, она травяная. И когда она прохладная, она пьется очень хорошо. Настойка травяная? Да, вот так же, как и гирмастер. Я представляю, как микстура. Не, это тебе Да, кажется. как капли датского короля. Вот здесь я с вами поспорю. Как капли датского короля. Ну, понятно, что вам не нравится. Но мне, например, нравится. Я пи- обожаю бехеровку. И пектусином, наверное, пахнет. Я обожаю бехеровку. Пектусин? А, эту... И гирмастер давай возьмем, он тоже травяной, то же самое, Я что и сейчас определю бехеровка. по тебе. Турецкая вот это, ракью или как это, нравится тебе? Нет. Раки. Нет. Нет? Самогон типа который нет. Она, ну, галимый пектусин. Нет. Вы не были в Турции, Валентина? Я был. Я нет. Но нет, не нравится. Нравится? Мне вообще их спиртное не нравится. А что из спиртного нравится тебе, Саша? Где? В Турции я пил Вообще. виски. В жизни. Виски? А водка? Водка только белая, белуга. Золотая. Любая, она вся нормальная. Потом что? Виски. Коньяк. А вам какие Текила. Ты же меня спросил, что мне нравится. Подожди, я же думаю. Бехеровка. Ты не должен думать, ты должен сходу отвечать. Бехеровка. И гирмастер. Шампанская Мандора, шампанская Астия. Ну, короче, все. Вино ненавижу. Самогон На нравится? вино у меня аллергия. Домашний. Нет, самогон не люблю. Домашний. Нет, ненавижу. Ну, если надо, выпью. Если будет надо, выпью. Вот так. Наш человек. От этого я не откажусь. Но самогон, чтобы хотя бы не теплый был, а такой прохладный. Прохладный. Аж теплый, он ужасно пьется. Из погреба, да? А че? Валентина Ивановна, а вам? Я пью водку, я пью коньяк, я пью мускатное шампанское и, вот как он сказал, то же самое. И Асия, самогон, все это самое. Ну все как за мной повторяется. Нет, самогон тоже пью. Пьете самогонку? Я пью, но не пью совершенно вина. Редко-редко пью вино. И то я его в основном пью в Крыму. Когда вот я 40 лет в Крыму была, там хорошее вино, я себе позволяла. В Москве я вина практически не пью. Не, я вино вообще не пью, у меня же аллергия на вино. Я не пью. Ну да. У меня на красное, на белое вино вообще. 15 минут, и я дальше не буду говорить, где я буду. Не пью. А почему-то шампанского, вот Асти, Мандора, я могу спокойно пить. При этом же это сделано все на вине.
А само вино я вообще никакое, ни полусладкое, ни сухое, ни сладкое. Я вино вообще не могу пить. Нет, я в Крыму любила портвейн «Три семерки». Три топора. Это необыкновенно. Особенно прям сразу в Массандре, когда я была, там брали прям на заводе. Это супер. Это настоящее вкусное. А так ни за что. Я смотрю, девушка тащит, как мы с тобой брали горшок. Помнишь? Закрытый чем-то. Это в ГУМе, когда мы с вами Да, были? в ГУМе, когда горшок закрытый. Это не горох, в хлебе был. Это мы были в Донецке, еще когда в Донецке до войны. Я был, у них там открылся чешский ресторан, именно чешский. Мы были там один раз. Но это было вот как раз до войны. Какое же там блюдо. Просто. Какое там пиво. Понравилось? Это просто. Не знаю, остался он там жив, не остался. Но пиво они варили, прям привозили с Чехии. А мне Донецк понравился. Очень красивый, чистый город. Есть утопает в розах. Просто Да. в розах. Горняцкий город, но красоты неописуемой. Вы тоже в Донецке были? Конечно. Я 5 раз был. И я несколько раз. А вы была. что делали-то? А, по работе. По А работе. я отдыхал. А я по А где в работе. Донецке можно отдыхать? Игорь, На Азовском море? тебе кажется, Азовское море, там до Мариуполя доехать. С Мариуполя я ездил в Юрьевку летом. Летом я там на 15 дней там. Возвращался в Москву. Зимой 1 января садился в поезд и в Донецк. Но я Азовское море не любила. Мне не нравится Азовское Почему? море. Оно какое-то белесое. То есть нет того впечатления, когда ты на Черном море, особенно Ялта. Оно Ялта мелкое. любовь моя, она незаменимая. Вот я же и Феодосия была, и Старый Крым была, и Фарос, и Милас, и все-все-все. Зуб, вот теперь Партенит или как это? Партенит, Да, есть такой. Все, у меня же все санатории шли по порядку. Терпеть не могу Алушку. Почему? Терпеть. Продувает ветры, и она какая-то такая не крымская абсолютно. А вот Старый Крым я была первый раз, когда он еще был такой заброшенный, а второй раз, когда этот дворец ханский восстановили, когда так все цивилизованно сделали, красота. Мне Старый Крым нравится. Ну, вот 15 лет подряд я была в Судаке. На международной конференции тоже все. У нас и на побережье у нас проходили, и на горе. Да, все тоже. Это мы слышали уже. Как вы по горам, там, по горам лазили. А в Мариуполе, там где мы ездили в Юрьевку, там море, заходишь вот отсюда, потом обратно короткое, потом обратно. Но мне нравилось, мы жили там, мы там жили в поселке. Это Прибалтика, сумасшедший дом. Море даже мне по колено, и чтобы хоть как-то в море войти, идешь по этому И доходишь. подмет, потом садишься хотя бы вот так, вот, Но кошмар. я доходил. Валентина Ивановна, какое море самое лучшее вам нравится? В мире, я имею в виду, вот где вы были? Сейчас надо подумать. Мне нравится Красное море в Египте. Ты была на Красном? Не говорят, самое чистое, между Да, прочим. я был. Самое чистое и самое такое. Мне очень понравилось. Надо в Египет вам слетать. Может быть, ага. Северный Ледовитый океан, скажите. Я жалею о том, что я в Америку не попала накануне вот этого болезни, этого ковида. Так мне хотелось. Такая поездка была интересна. Всего $2000 и 2 побережья, восточное и западное. То есть это вот был организован такой тур. А сейчас что, нету? А сейчас не знаю, не интересуюсь. Мой биометрический паспорт кончился в 24 году. Он у меня был на 10 лет. Сейчас я новый и не делала паспорт, потому что пока неизвестно, что, чего и как. Ну а потом ты сам понимаешь, ко мне уже придираются.
тобой улечу. Кто придирается? Кто пропускает по паспорту. А, Слишком много и катается. Нет. из-за возраста. Что? Из-за возраста. Из-за возраста, да. Но Потому что там же, но говорится, я когда определенно. я к начальству, когда прихожу и говорю, это я. Это вы, вы меня не пустили. Раз, подпись, купили. А почему не пускают? Я не понял. Возраст. Возраст. Ну, возраст. До 80. Да? А потом только сопровождающий. А, А так как я на экскурсии иду первая вместе с... ну, первый раз слышу Да, такие, да, ты чё? такую Да, дискриминацию. нет, до 80 лет. Да, в каждых странах, везде это так. Это не из-за этого. Это из-за того, что вдруг человеку станет плохо в самолете или еще чего-то, да, и или родственников нет, ищи- потом ищи свищи родственников. Да, или ищи чего. Да. Да. Это везде, это в каждой стране. Да прям в каждой, посмотри, немцы там древние-древние, они по миру Они мотают. сопровождающие Они меня. сопровождающие. Все сопровождающие. Вот я когда была в этой самой... Все, я даже вот и в Чехии сколько раз, и в Германии, когда был, видел, все сопровождающими, там, с дочками ездят родители. Нет, даже с няньками, с мамками. Сопровождающие со всеми, все, везде это, да. да. Нет, но дело в том, что это можно и доказать, и поехать. Ну, опять несу, опять такие рюмочки принесли. Опять. Но уже без этого, без лука уже. А что это наши колбаски-то? Они там чего уже? Наверное, сверхпережаривались. Забыли уже про них. Они Он, уже наверное, принесутся. с Львовицы 3 раза принесли. Ничего страшного. Пока мы свои колбаски не съели, да? Дайте я вам пока положу, сейчас приду. Иди. Вот наши колбаски. О, спасибо. Какие же 3, когда всего одна штука? Нет, у меня с хреном. Так, у меня с горчицей. Какие же здесь 3 штуки, когда всего одна? Ну, всего 3 сказали будет. Сказали всего 3, какие 3 штуки? А я поняла, что каждому Нет, по 3. вот нет, вот такие. Я еще сказала Игорю, давай одну. У меня с горчицей. Нет. Господи, всего одна штука. Кошмар. Она какая? Чего какая? Большая, Валентина Ивановна. Тебе кажется. А тарелка-то рассчитана, я не знаю, на слона. Красивая подача, Валентина Ивановна. Если хотите горчицу, берите, у меня ее много. И попробуй хрен. Он не со сметаной. Нет. Ну, Смотри, вкусно. Не обмани. Хрен не может быть сметаной. Может. Ну, давайте. Как вам колбаски, Валентина Ивановна? Вкусная. А ты куда хотел убежать-то? Куда? В камеру не буду говорить. Курить? Да. Ну-ка, подвинь-ка мне твой хрен. Дай макну тоже. Вон, бери выше крыши. Попробуем. Просто. С чем лучше? Хрен и сметана, если хрен и горчица нормально, вообще хорошо. А, микс? А я сейчас микс сделал, я брал у тебя горчицу и хрен. Вот хрен, бери. Да зачем, у меня есть он. Да, тогда горчица. А в Чехии подают колбаски, капуста, еще что-то целая, блин, тарелка. Да. Не, ну они предлагали тоже гарнир. Нет, там все входит. А, входит уже? Там все входит. В эту цену входит все. Ну, И это соусом,
тебе подают два: хрен и еще и либо кетчуп, либо горчица, они спрашивают. У нас еда дорого стоит, а там она копейки. Ты бери, у нас хрен. А вы горчицу берите. Прям вообще хорошо перемешивать горчицу с хреном. Я знаю, что есть на Китай-городе, здесь и еще где-то я видел. Вот такое заведение. По Москве там не одно. А вы что кушать снимаете? Надо нам с ним в телегу сходить. И все дешево. А это как его, а чего кушать снимаете? Не жуется. Какую телегу? Называется телега. Это где? А? Одна была на Старом Арбате. Мы мимо с тобой прошли. И они пошли еще. Точно, мы ж... На Старом Арбате есть очень вкусный армянский ресторан «Арарат». Да. Мы были там случайно. Понравилось? Очень. Дорого? Ну, приемлемые цены. У нас подруга на двоих вышла 3000 где-то. В ресторане 3000. А мы взяли даже около 4, кажется. Мы взяли пиво, взяли лепешку там. Она взяла себе, это как его... Теперь наши девчонки начали ходить на ВДНХ в этот павильон Армения. В Армению? Армения. И что там? Там, значит, во-первых, необыкновенная кофе. Простите, пожалуйста. Дальше необыкновенный какой-то сыр и еще что-то необыкновенное. Они теперь прям даже из Сокольникова, 25-й же идет прям до ВДНХ, они едут туда и пишут. Там кафе какое-то, да? Да. Нет, это павильон. А там А, да, павильон, да, Но ресторан. там, ну, я не скажу, что прям там все дешево. Там дорого, Дорого. но Сосиски вкусные, но соли напихали в них. Под пиво, наверное, специально. чтобы еще заказывали. Чтобы еще заказывали. Но пиво вкусное. Хорошее. Сосиски они сами делают, Игорь. Сами делают? Потому что они в тонкой оболочке. Да, они в тонкой. Слышь, Игорь, они в тонкой оболочке, это когда делают сами. Вы его повторите? Что, повторил, да? А ваш крушовица, это крушовица у вас два берете, третьего? Да. А темная есть крушовица? Да. Крушовица, она делается на зимних грушах, Вильямс, подается с груши сверху. Плане. Еще раз. Делается на зимних грушах, это дистиллят. Делается на зимних грушах и подается с груши сверху. Но она крепкая, 42 градуса. А, не, вы что? Это водка. А, это водка? Но это не на водке. А, настойка? Настойка, да, это А, это настойка. Я думал, пиво. крушовица становится белой. Пиво давай, да, возьмем. Вам взять Будете или нет? что-то? У нас есть, проходите, есть менее крепкие настойки. Не, не надо нам. Давайте. Вы будете еще? Нет, мне хватит. А что? Да, Официальная да, атмосфера. да. Хорошо, приятно. Если что, поделитесь. А мне хватит. Не, ну колбаски вкусные, Игорь. Да. Колбаски вкусные. Вкусные. Хорошо. Они чем вкуснее, чем мне нравится, что у них еще, Съели. слышь, тонкая оболочка. Вот заметь, вкусно хрен с горчицей. Да. Вот как Сашка придумал. Ой, воображала. Главное, мы взяли по-разному. А я хрен очень люблю. А я тоже хрен. Я не знаю почему, но я прям вообще, я его могу это и ложкой, и так вот, но только с чем-то есть, так в чистом виде нет.
Я не понял, это вот они свиные это? Да. А, свиные, да. Я уже не помню, что мы заказывали. Так, я уже намазываю, я тебе передаю. Работай. Я уже все. Представь, хрен островатый и горчица островатая, да, и это все вот сюда. Я так сегодня, я сегодня так плохо ночью спал, вообще не знаю. И мне сегодня снилось пиво. Самую руку, да? Что, ты собачку на педикюр? Да, если собачку на педикюр водил. И сколько же стоит педикюр собачки? А вы догадаетесь сами. Я думаю, дорого. Догадаетесь. Ну ладно, сколько, не дури. Давай, колись. Колись. Я вам наушник скажу. Не надо. 400 рублей. Нет, это ты называешь копейки. Валентина Ивановна, громко скажите, он на ушко? Он сказал 400 рублей, я не поверила. Не стоит педикюр собачки 400 рублей. Это ей просто постригли ногти. А что ему ей должны были постричь? Просто постричь. А что ей должны постричь? Собаки стригут только ногти. Больше ничего не стригут. Ну ему, наверное, по знакомству 400 рублей. Нет. У нас, правда, в Московской области Очень дешево. Не, ну собака ведь не человек. это же не человек. Там же ему пятки не натирают же. Ну а твой педикюр сколько стоит, а? Ой, дорого. Вот это я думаю. 1500. Да. Да. Если Кстати, не больше. А он у нас делает. Да, я делаю. Сашка делает. Почему нет? Кстати, дорогие друзья, вы не знали, наверное, Александр у нас, как правильно скажи? Парикмахер-стилист. Я говорю парикмахер всегда. А как правильно, чтобы не обидеть? А ты меня не обижаешь, все по-разному называют. Парикмахер, Да, у меня Алекс стилист. Он, Но если взять... ты только женскими Не, мужские тоже. тоже Не, ну стригаешь? если, Игорь, если взять название всех моих дипломов, если стилист, и модельер, и колорист, и магистр, высшая школа колористов и стели. Понимаешь, если взять все названия, чего есть, поверь, я тебе за 21 год не перечислю. Саня, цены у тебя приемлемые? Нормальные. Краска дорожает, извините. ничего Не, я сделаю. почему спрашиваю? Может быть, зрители наши, какие-то женщины, или, может и мужчины цены захотят нормальные. к тебе... И уже были наши женщины. Да, цены нормальные, Женщины понимаешь, были. здесь же... Была Наташа, была Алла, это самое. Потом он делал это самое Гали и так Да, далее. зависит все от материала. И от сложности, да? Из бременющей брови. Как, согласны? Напугал. А потом будете карандашом красить. Карандашом я красить не буду никогда, потому что я впервые в жизни покрасила брови. Мне потом пришлось их вот так оттирать, и у меня уже получились вторые брови, я все содрала. Это не мой стиль. Это сразу в этом убедишься. А где ты принимаешь, Тань? На Ленинском проспекте. Теперь он уже на Ленинском. Вот смотрите, на Ленинском проспекте, не в центре почти. Так что, Нет, на хорошем проходимом месте, конечно. Да, и звони. если будет вам интересно, вы Пишите Игорю, а Игорь вам даст мой номер телефона. в комментарии пишите, Саня Да. читает комментарии, или мне в личку, а я, да. Я всегда читаю твои комментарии. Я всегда ржу. И отвечаю на комментарии людей. И что ты вот, я у Валентина Ивановны, кстати, спрашивал по поводу хейтеров, ты что скажешь на эту тему? Вот, какие люди пишут там гадости и прочее. А я спокойно к этому отношусь. Если о тебе говорят, это замечательно. Лучше пусть говорят, чем не говорят. Игорь, была же ситуация, когда говорили, что я с Валентиной Ивановной ради квартиры, правильно? Есть же хейтеры. Почему было, и сейчас пишут. А, понимаешь, ну пусть пишут. Но мы с Валентиной Ивановной дружим уже второй год пошел. Да? Больше. Второй год. Пошел, начался второй год. Мы с вами в том году познакомились. Валентина Ивановна, летом. Уже он нормально, спокойно. Вы уже отписали ему квартиру или как? Она ему не нужна, у него есть все свое. Нужна. Я ее продам и куплю в Таиланде квартиру. Валентина Ивановна, квартир много не бывает. Да. Милый друг, ты Ну ладно, вы мне хоть что-то завещаете, ты ладно? меня разочаровал.
продавал. Да что? Так что, хейтерюги, вот он. Алекс стилист. Ждет квартиру от Валентины Ивановны. Да, господи. Я тебе завещаю очень одну красивую вещичку, которая тебе страшно понравится. Хорошо. Ногти для собачки стричь. А? Нет. Ножницы. Нет. Для моего не надо ножницы. Он же Понимаешь? голый. Он у него голый. Нет, он голоскошурский, он не голый. Ну это как голый. Игорь, даже грумеры, которые есть, да, большинство, поверь, что если бы я не был парикмахером, стилистом, там, да, я и модельер у меня есть, да, там, у меня есть дипломы по этим, вот так вот, я тебе говорю. Здесь вообще ничего не переведешь и не скажешь. Но если бы я выбрал профессию грумера, поверь, наверное, ко мне бы столько собак ходило. Гораздо больше. Потому что я до такой степени люблю их, да, и просто вот так вот их, моськи их не... Кстати, дорогие друзья, у него в ВКонтакте есть группа. Как называется? Алекс Стилист, да? Кажется, страничка. Ну, покажи. Заходите, если заинтересовало, можете прям напрямую. Там у него есть фото, работ его. Как... Не, Алекс у меня ВКонтакте. У меня работа только в этом. Я не могу ВКонтакте поменять название, потому что я ему уже запрос отправлял, наверное, на протяжении 3 лет. Ну, покажи вот свою страничку. И можете, кому интересно будет напрямую. А у меня вот она простая, Алекс. Поближе. Вот. Вот его, Алекс, да. Потому что контакт, Игорь, контакт не может, я его отправляю уже на протяжении 3 лет, да, и контакт не может поменять мне почему-то это сделать. Ну или в телегу там найдете его. В телеге, да, Алекс Стилист, потом в этом, в инстаграме Алекс Стилист везде. А я не понял, почему ты до сих пор Валентину Ивановну не постриг? Ну, потому что у женщины свой какой-то старый мастер, и она ему не изменяет. И это правильно. Своим мастерам нельзя изменять. Подожди, дайте я скажу. 60 лет. Дайте я скажу. Давай. Своим мастерам нельзя изменять. И как большинство женщин бегают как из-за выражения. Это плохо. Как это Под сказать? машинку. Напугал. Я вас покину ненадолго, но скоро вернусь. Да иди. А что ты там боишься? Звуки будут? Ну так. Я просто уйду, микрофон будет далеко от вас. Курить пошел, курилка. Стой. Ну, вот так, Валентина. Я понимаю, что я говорю, Саша немножко разбрасывается. Чем? Ну, ты понимаешь, как бы тебе сказать? Давайте я вам пока его прилеплю, пока его нет. Все дело в том, что любой специалист должен специализироваться на чем-то одном, ты понимаешь? Узкая специализация тоже не показатель, но сейчас стали все мастера в парикмахерских, как они говорят, широкого профиля. Сейчас в любой парикмахерской у мастера стригутся и мужчины, и женщины, укладываются мужчины и женщины. Это не совсем правильно. Почему? Потому что... Я перебью вас, извините. Вы имеете в виду, он должен быть или мужским мастером, или женским? Да. Вот у меня мой мастер, она у меня, когда больше 65 лет. И все мои фотографии, какие имеются, все, у меня же голова всегда, понимаешь, в порядке, всегда в порядке. Да, это... И это вот английская королева. Да, и даже вот сейчас мне уже надо постригаться, волосы у меня вьючились, понимаешь, что мне... То есть я привыкла к тому. И я очень отношусь так с опаской, что, чего и как. Понимаешь, я в жизни сделала один раз. Тогда была знаменитая стрижка гаврош. Это было в 60-е, в 70-е годы. У меня всегда хорошие пышные волосы, мне сделали гаврош. Я пришла на работу, и мне сказали: Валентина Ивановна, мы вас отпускаем на 2 часа, будьте, пожалуйста, приведите себя в порядок. То есть вот этот гаврош, он такое сотворил со мной, что я вообще никуда, все. Поэтому
Вам не понравилось, да? Я сама себе не понравилась, а люди вообще меня не восприняли с Гаврош. Она даже Нет? не ржала. То есть был другой человек. То есть это не мой стиль, это не мое. Модная прическа. Вот люди приходят с журналом, сделай меня такая, как в журнале. А в журнале-то лицо-то одно, а у тебя-то да. лицо другое. Надо исходить. И я всю жизнь исходила из того, чтобы не быть смешной. Когда меня снимали в гостином дворе на эти плакаты, которые вешались на наших стендах парков, нас попросили приехать с чистой вымытой головой. И я как дура ее вымыла чистая, а волосы у меня пышные, я приехала. Нас посадили, дали этих самых гримеров и т.д. и т.п. И девочки начали вытворять с моей головой и делать прическу. Это был крокодил Гена. Я спокойно говорю, так, девочки, оставили, расчесала все своей расческой, подошла к другому зеркалу и сделала то, что сделала. А теперь говорю, скажите, да, мы ошиблись. Это дальше начали гримировать мое лицо. Я им сказала, девочки, с гримом поосторожнее с моим лицом. У меня достаточно, оно капризное. И когда начали этим мазать, так. Я что, не знаю своих морщин? Я что, не знаю? Сделали. Я говорю, а теперь посмотрите, как мы сейчас пойдем сниматься. Я пошла в туалет, вымыла лицо, а в сумке у меня все свое. Все свое. То есть ничего у них не получилось, абсолютно. То, что меня сняли, это я полностью исполняла и исправляла их. И говорю, нельзя, понимаешь? Даже мне единственное понравились гримеры у Малахова, когда меня снимали. Долго вас там гримировали? Нет, Гримировали долго? Нет. Когда я к ним пришла, я пришла причесанная и сама сделала себе легкий грим. То есть вы дома? Я все сделала дома. Они посмотрели. Легкий макияж там? Все было. Они посмотрели, говорят, Валентина Ивановна, с вами легко работать. Голову мы не трогаем, лицо ничем не изменили. И я и очень хорошо. Они мне изменили. Немножко припудрили, Нет. наверное. Они мне изменили, как покрасить губы, и я теперь ими пользуюсь. И они мне заменили тени навеки. Я все время кладу светлые, голубые, а они мне для съемок в этом самом на телевидении положили коричневые тени. И получилось очень здорово. Вот с ними я была в полном контакте. В комментариях пишут, Валентина Ивановна, сильно яркую помаду используете. Что вы скажете по этому поводу? Я не понимаю в этом Нет, ничего. я согласна. Спрашиваю. Я согласна. Иногда попадает неудачная. Я согласна с тобой, неудачная. Потому что иногда ведь помаду я тоже подбираю под то, как я одета. Понимаешь, в чем дело? Здесь ведь еще и помада должна соответствовать твоей одежде. Ну да. Иногда неудачно. Здесь я согласна полностью, и я меняю. Я к этому, я прислушиваюсь. Относитесь... К этому относитесь с пониманием. С пониманием, да? Прислушиваюсь, да. А вы, Валентина Ивановна, я смотрю, вы волосы не красите, да? Нет, это свои. Свои. Натурально, красивые сидим. Свои. Ну, ладно, хоть и пошутить-то можно. Ну давайте. Очень здоровые. Ваше здоровье. Да. Дождь пошел. Дождь? Дождь пошел? Немножко освежит. Хорошо. Он так идет, не ставится. Там голубое небо, здесь тучи. А вообще, Валентина Ивановна, вот вы, когда куда-то собираетесь там на танцы, там, ну, на какие-то мероприятия, долго вы марафет наводите, фейса? Нет. У меня все очень легкое, очень слабенько, недолго. Даже если я иду в магазин «Пятерочку», вы все равно вы идете не абы как, а нет, я причесана. Должны выглядеть на все 100. Абсолютно. Потому что я приучена так всегда. Потому что я все время работала с людьми, то преподавала в школе, то работала с людьми на другой работе, в издательстве, да? Абсолютно. Люди. И что же я их буду пугать? Я их пугать не буду. То есть, своими словами говоря, если идете в «Пятерку» за луком, все равно
При макияже. Да, за луком, за морковкой, за картошкой. Но здесь, соответственно, все очень легкое, все очень слабенькое, чтобы просто быть на уровне. Но причесана всегда. Вот Всегда. так. И одета всегда. У меня нет в доме халатов. У меня нет вообще халатов. Дома халатов нет у вас? Нет, А что? он есть новый, лежит на всякий случай, если когда-то понадобится. Ну, это, а что же вы дома в Я чем хожу ходите? в красивых домашних платьях, красивых, или брючки и футболка. Всё. Просто я у вас был один раз, ну это понятно, вы готовились к встрече. И Это я была одета. одета. Я это почему была и спросил, одета. да. Хорошо, тебя не встретил раздетым. А почему А бы так и нет? в таких брючках ходите? Да, брючках, да, да. А я дома хожу в трусах. И все. А если минус 20 на улице? А причем минус 20 на улице и дом. Когда, помню, 20 лет назад начинал, и потом работал уже, считай, год, и у меня клиенты, я работал, у меня салон был через дорогу, который всегда оплачивал на 2 часа. Ну и клиентов обслуживал дома. И потом получилось так, что когда через полгода я сказал все, я еще полгода выметал все эти волосы. Да, это... Дом есть дом. Дом это та вещь, которая Это люди не вхожие, Ну да, лишние это- люди не вхожие в твой дом. то же самое, что вот от собаки, от кошки там. У тебя, кстати, вот от собаки много шерсти? Очень. Много? Первой собаки у меня вообще не было, от Ричи. Ну, вот как у меня от кота тоже. Он линяет, это вообще. Но зато это мой любимый. Нет, Пудель. И спит с ним. Про Он линяет любимый и спит опустим, с сейчас ним. мы про бытовые неудобства, про шерсть. А ты его выгуливаешь? Да, я сегодня гулял. Ну да, это же не кошка. На руках? Нет, я его отпускал, он бегал. А как, утром и вечером, да? 2 раза в А день? если он, не, а если он раз гадость? в день. А если гадость, как у него схватит? Какой? Ну, У он нас бег- прививки есть. Ну он все равно схватит Не гадость. схватит он. Слушай, а как вот он у тебя дальние поездки там переносит? Никуда он не едет. Не ездит никуда, да? И не пробовал даже. И не буду пробовать. Думаешь, плохо будет переносить, да? Я не, он не даже в этой штуке, которая Переноски. переноски, он не, Но он избалован у него до предела. он не избалованный. Не, ну а Есть- что вы, есть собаки, Валентина которые не Ивановна, любят. мы в ответе за тех, кого приучили, Да. как говорится. Есть собаки, которые не любят даже переноски. Как бы ты его не приучал. Чихуашка, они умные, они очень умные собаки. Ну, Нет, реально, они очень умные. дома не гадит ничего? И на пеленочку. Ну, гадит. Ну, на пеленку. А что, на Даже улице? если на улице он ходит. Ну, потому что я с ним раз в день выхожу, пока тепло. Я зимой не выхожу. Куда ж там выходить? Да. Зимой еще и опасно, реагентов Конечно, насыпят. конечно. И Ну, плюс, голыми ногами. и плюс, Они у нас гуляют в этих самых они ботиночках. ботиночках. Для всех собак это суждено носить. Они хитрые очень. Они очень. А он как ложится спать? Между тобой и женой? Ну, вообще он же, да, вот не спит. А вам Он рядом зачем со мной спит. это Нет, знать, Валентина нет, Ивановна? нет, просто мне Он со интересно. мной спит. С твоей стороны. Да, он меня... Между вами не ложится. Нет. Он ляжет рядом, на голову положит и все спит. Самое интересное. А вы любите животных, Валентина Люблю. Ивановна? Я очень люблю. Что-то я не заметил, вы прям так к Сашкиной собачке Она относитесь. ревнует просто. Я ревную, потому... собаке? Да, ревную к собаке, потому что он ее избаловал до такой Не степени. избаловал, потому что все мелкие собаки, тем более чихуашки, они мерзнут, они должны спать с тобой. Они любят теплоту тела. И говорю, когда Вы его... почитайте историю про любую породу собак, которая не Да, мне- искусственно выведена. только мне сейчас этого не хватало для полноты Поэтому счастья. не надо мне говорить. Хорошо. А у Лены перед домом находится хинкальная. Мы зашли в хинкальную? А, вы еще хинкалиной были? Да. А хинкали я их никогда не ела. Оказалось очень вкусная Ну, те штучка. же пельмени. Да, ты знаешь, очень хорошо приготовлен. Хорошо приготовлен. И там был оркестр. Кстати, вот надо было бы куда-нибудь нам в хинкальную бы сходить. Вот, так. И там, Хинкальная был- очень вкусная. и там Я значит, ел. начались танцы.
И я там танцевала. Жаль, некому было вас там Ленка сняла снимать. и выложила. Некому было кружить вас. Да? Будь здоров, такой был молодой, и уже пошли отзывы. Я отзывы уже прочитала. Да, я что-то не видел. Надо вот я почему-то зайти к Лене на канал Нет, посмотреть. мне самое главное, все было хорошо, все нормально, за исключением одной. Валентина Ивановна все время тянет к молодому телу. А пишут, кстати, в комментариях. Да, к молодому Знаете, телу. что? Бабка говорит, я извиняюсь, это не я говорю, Да. бабка говорит, кружит вокруг молодых всегда. Что вы скажете на это? Я? А мне просто с ними интересно. Энергия, Да. просто, Игорь, здесь знаешь, в чем суть? Саня, я не тебя спрашиваю, подожди. Очень интересно мне с ними, раз. И во-вторых, как бы говорится, это самое, очень часто молодые танцуют так, как танцую я в молодости. Они соответствуют тому, чего я хочу. Поэтому все. Я не хочу стоять вот так топтаться и передвигать ноги. Я уж пошла, так Топтаться, пошла. ну да. Просто я тебе по себе скажу. С молодыми танцевать вообще ни о чем. Да? А с взрослыми людьми, даже больше у меня общение всегда больше со взрослыми людьми, чем которые взрослее меня и старше. Тебе интереснее с Мне ними? интереснее с ними, чем с молодыми. Вот, с Валентиной Ивановной тебе интересно? Очень интересно. Она сама ко мне пристала. Игорек, она обоюдно интересна. Ему со мной, а мне с ним. Такой симбиоз, да? Нет, а мы находим общий язык. Мы ведь не только вообще танцуем. Что-то вы от него почерпываете, что-то он от вас. Нет, мы очень много разговариваем о жизни. Да, по Мы очень телефону много разговариваем. по телефону. Мы очень много разговариваем о книгах, там, о театре, о кино, даже о политике, там что-то, чего-то. То есть мы находим общие темы, которые интересны ему и мне, а не просто на станциях и все. То есть мы с ним спокойно общаемся, несмотря на разницу в возрасте почти полтинник. 75. Чего это ценишь? А, ну вы в прошлом интервью сказали, он сказал 25. Вы говорите, еще 20-ку прибавь. Нет, мой милый, у нас с тобой наполовину. Так уж Да, никуда наполовину не денешься. ровно. 50 на 50. Тебе 45, да, мне 90. такая. Вот так, ничего. 45, я только опять. А что? Да ладно, я не скрываю свой возраст, я прикалываюсь. А кто скрывает? Я никогда свой возраст не скрывала и никогда ничего не делала с лицом. То есть я сказала, буду стареть с достоинством. Естественно, да. С достоинством. Все, что есть, все Вы мое. уже всесоюзная... Что ты сказал? Салфеточка. Вы уже всесоюзная любимица, всероссийская. Вас уже все почти знают. Спасибо. 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 Вот так. И никогда не прикидывалась, никогда ничего. Абсолютно. Что есть, Игорек, то есть. И опять спрашивают, откуда у Валентины Ивановны столько денег, что она каждый день наряды меняет. Да, да. А мы этот секрет не Да, расскажем. да, что наряды меняете или да, что много денег? Нет, то, что наряды меняю, надо уметь находить за те деньги, которые у тебя есть. Я уже говорила, Да. у меня есть наряд, который стоит 100 рублей, и есть наряд, который стоит 6 тысяч. То есть есть совершенно противоположные Я, вещи. оказывается, богатая женщина. А ты как думал? Вот я сейчас, например, сижу, 3800. 3800. А я синий рюкзак купил. Да не, на самом деле, мне никогда не было это интересно. Я вот, знаешь, я живу в такой позиции, что у меня была клиентка еще на Добрынке, когда я работал, была клиентка, которая хотела мне отписать квартиру. Я отказался. Потому что мне говорят, ты дурак или что-то. Я говорю, ребят, у нее есть дети или еще кто-то. Мне это зачем? При этом же у меня не было ни квартиры, у меня ничего не было. Я судился за недвижимость свою, которую я купил еще 10 лет. 10 лет жизни я просто отдал судам. И я тогда был просто бомжом с пропиской, но без всего. Ну, представь, вот так вот в 30
во сколько? В 20, да, не 25. В 26 лет остался без всего. И просто по судам бегать. Валентина Ивановна, а вы завтра едете? Вы собирались на Завтра Альпак? еду к этим алпакам. Еду. 31. Вчера Сань не поехала Из-за жары. в Бухту-Радовск. Из-за жары не пустил сын. Прям на дыбы встал. Мать, ты думаешь, что ты хочешь совершить? В тени 35 градусов, а ты представляешь, там на солнце? Ну, я действительно подумала. А потом, знаешь, я хочу сказать, как бы, я, во-первых, не знала... Ну, мы с таким энтузиазмом прям будем купаться там. Да, загорать. я уже все собрала, уже все приготовила, отварила яички, сделала бутерброды, налила водичку фруктовую с собой, все сделала. И все, я говорю, ну ладно, чтобы ты не нервничал, не дергался, ладно, не поеду, завтра поеду. Они мне еще раз позвонили, Валентина Ивановна, у нас все в силе? Я говорю, да, в силе. Но вы одна поедете или кого-то пригласите? Я говорю, нет, сегодня я еду одна, пока никого не приглашаю. Правильно. Пока Игоря пригласите. никто не заслужил пока еще. Игоря пригласите. Вон, Саня, Ему это не интересно. альпаков этих не видел. Альпаков. Видел? Но самое интересное, ребята, понимаете, в чем дело? Вот я уже там была зимой, но я же показывала фотографии это, я зимой была, было холодно, но два молодых парня это организовали. Они же это самое из Соединенных Штатов привезли сначала всего 3 штуки их, всего 3 штуки. Причем они их везли в грузовом самолете. У тех был такой стресс, Ну да, океан через пересечь, океан, да? Вот, а сейчас у них вот, когда зимой уже было 30 штук. И огромная большая ферма. И очень все хорошо организовано. 2 молодых парня. Он там же на этой территории построил себе дом, где он с семьей живет, да? Дальше он там устроил, зимой кафе не работало, есть кафе, а где он лекцию вел об этих самых альпаках, то там у них уже есть и носки, и варежки, и шарфы и так далее. Цена очень была большая, 4 тысячи, 5 тысяч, 6 тысяч, это все абсолютно. Вот. И он сказал, что к нему очень много приезжают, и, в общем, в конце концов уже ферма начала сама себя в какой-то степени окупать. Да. Вышел на окупаемость. Ну, брать носки тоже те же 4 тысячи. Ну, сопутствующие товары вроде едут все на зверюшек смотреть, а И кафешка... люди покупают. Нет, вот мы-то были, когда вот мы были, мы никто ничего не купили, абсолютно ничего. Это то же самое, вот как парк Тайган в Крыму. Вы были в Тайгане? Где? Парк Тайган, Львов, Это где? в Белогорске. Это в Крыму? Да. Олег Зубков. Нет, там. не было. Недавно на него лев напал. Нет. Не было. Съездите, насколько. Позже он там построил и гостиницу сопутствующую. Можно, знаешь, ночевать утром. Львы всегда орут, у них перекличка. И как будто как в саванне. У них там 30 гектар земли, и они там бегают в свободном доступе. А люди ходят по мостикам. Сверху мостики сделали. Ну и здорово. Так что... Ну вот завтра поеду, посмотрю, что и как. Носки купите. Ха! За 5000, да? Ха! Мальчиша! Сейчас буду как Леда, Ялочка-людоедочка. Вон Игорь с собой возьмите, пусть вам поснимает. Это неинтересно. Вот когда будет что-то А что интересное, там такое у вас с кальпаком не туда обратно? только к альпакам, потом провели к кроликам, мы у кроликов еще посмотрели. За 100 километров к кроликам ехать. Нет, ребята, самое страшное опять другое. Я вот еду на эти экскурсии. Вот недавно я ездила по монастырям Подмосковья. Мы очень далеко уехали. Мы до Рязани не доехали всего 40 километров. Всего 40 километров. То есть мы очень далеко уехали и во всех этих монастырях побывали. Поля, все пустые. Заросшие сорняком. Да. Все сорняком. А это же земля такая, черноземная, прекрасная. Ведь раньше что было, а сейчас позорище. Да, раньше едешь, помню, даже свое детство, едешь вот в лагеря или куда-то. Кстати, поправлю вас, Валентина Ивановна. Рязанская область, Тульская область, вокруг. Это
не черноземье называется. Черноземье начинается от Воронежа и на юг. дальше, да. Но здесь были земли Но хорошие. все равно здесь Все равно. хорошие урожаи, там и одну пшеницы. Нет, не только пшеница, овес, там клевер, это всегда было. Дальше там свекла, горох, это всегда было. Да, это да, такие, нет, такие я не вещи, спорю, которые это да. растут. Кукуруза. Кукуруза это уже южнее, это не будем брать. Подсолнух тоже. Подсолнухи, какие были поля и так далее. Сейчас ничего. Да, в советские Сейчас все времена. пустое. Сейчас вот за борщевик взялись. Наконец, теперь вот закон Госдума приняла, будут наказывать. Да потому что он сожрал уже людей. Люди-то Да, он все же- осажденные. Вот у моей сейчас знакомой, она под Клином, у нее дом родительский, да? Они там не живут, просто приехали проверить, да? И увидели, у себя на территории 3 огромных куста борщевика уже выросли. Откуда-то ветер занес семена. А и он такой плодовитый. Да, плодовитый, да. Но он же как обжигает, как люди болеют. Можно даже умереть, если вот ожоги от него, говорят, страшные. Да, ожоги страшные. Почему? Потому что у нас 36-я больница, она имеет самое лучшее ожоговое отделение в городе Москве. Ожоговое. И вот я там видела этих людей, которые попали после борщевика нечаянно. Все. Я вообще даже сейчас, Игорек, я очень люблю людей. Я очень люблю людей и очень переживаю, когда люди меня подводят, предают. Я очень это переживаю. И думаю, ну как вот человек мог такое позволить? У меня это в голове не укладывается. А часто предавали без указания личности, вот общее? Нет. Я была Мало предана. таких людей Нет. попадало, Вот я да? сейчас могу назвать только 3. Ну, без имени только. Только 3. Три За человека. всю мою жизнь, за 90 лет, всего 3. 2 по работе, из-за зависти, из-за того, что у меня лучше, а у них хуже. И так. И последнее, это так, как говорится, просто по-человечески. Это даже не столько предательство, а сколько человек показывает свое непонимание жизни, понимаешь? В любой ситуации, Игорек, всегда можно разобраться. Я, например, всегда выступаю за то, а давай поговорим. Может быть, я не права, может быть, я что-то сделала не так. Понимаешь, в чем дело? Это же надо разобраться, из-за чего происходит. Ну и бог с ними. Ну, Бог с ними. Но самое интересное, что Бог наказал вот тех 2, про 3-го не говорю, 2. Бог наказал по полной программе, причем я не просила. Хороших людей все-таки больше. Ой, намного. И мне очень везло всегда на хороших людей. Вокруг меня всегда были хорошие люди, всегда. У меня же и до сих пор друзей полно, ото всех разных вариантов. Просто, к сожалению, мои друзья уже уходят в силу определенного возраста. Но появились новые друзья, моложе меня, но друзья, которых я просто с удовольствием называю. Да ты и видел. Вот у меня были, Наташа была, Люба у меня была. Ну да, Это друзья мои по работе, которые, понимаешь, так что они моложе меня. Ну, и еще у меня много. Я никогда одиночеством не страдала. Да, это видно. Всегда, да. На самом деле это ведь хорошо, да? А? На самом деле это ведь хорошо. А хорошо, понимаешь, что хорошо. А хорошо, когда ты знаешь, что, понимаешь, у тебя за спиной кто-то есть, понимаешь, с которыми ты можешь. Вот у меня, я говорю, есть закадычная подружка, с которой я обговорила все, абсолютно все, исходя из своего возраста. Ты понимаешь, о чем я говорила, о чем я сделала, исходя из своего возраста, которому я человеку доверяю и который сделает то, что я попросила. Потому что у меня сын. А раз у меня сын, а вы, мужики, немножко не такие. Валентина Ивановна, расскажите немножко вот о сыне. А то пишут, спрашивают, если дети, вот сколько раз вы уже говорили, все равно новые Ну, люди, почему? так, поверхностно, не обязательно Нет, там. но сыну моему в следующем году будет 70 лет. Его зовут Юра. И его зовут Юра. Вот. Очень хороший человек,
увлекающийся человек, понимаешь, в чем дело? Вот. Отработал в свое время и на оборонном заводе, и на другом заводе. То есть сейчас на пенсии, как всегда, абсолютно. Вот. Любит животных, любит животных. Вот так вот. Что еще сказать? Внуки, правнуки. Есть внук, которому уже тоже 40 с копейками лет. И есть правнуки, которые 8 и 16 лет. Все есть, как в всякой семье, и как во всякой семье свои сложности. Скажем, внук и правнук у нас в первом браке, у сына 2 брака. Во втором браке детей нет, но жена есть, и все есть абсолютно. Все. Ну, как, и отношения строятся как? Сами понимаете, наше время сейчас как? Знаете, Ну да, все заняты. все сложно, да. Но никаких, как говорится, конфликтных ситуаций, никаких претензий друг к другу нет, все нормально. Вот так, поняли? Да. А то пишите. Нет, все есть, все есть, все есть. Вы пишете всякие гадости. А мог бы, а знаешь, я сказала, я спокойно реагирую. На хейтеров. Я просто спокойно реагирую, и мне этих людей просто жалко. Потому что, понимаете, они говорят, заведомо видя, что будут говорить гадость, сознавая это. Ведь это не соответствует истине. Если бы это соответствовало истине, я бы согласилась. Вот они, например, там сказали, что я очень ярко крашу губы. Я уже здесь согласилась, надо что-то пересмотреть, надо переделать, и все. А то, что я льну к молодому телу, это совершенно неправильно. Я к тебе не льну, мне просто с тобой хорошо находиться. Скажите, Валентина Ивановна, А мне с вами хорошо. Валентина Ивановна, скажите, я к тебе не льну, у меня есть помоложе. Кто это? Ужас. Ужас, Сашенька, ужас. И Это я как тебе- сегодня прочитал Леонардо Ди Каприо. Ему 49 лет. Ему. А, он старше меня на Да. 4 года. И сейчас уже пишут, опять он никогда женат не был, но пассии у него всегда были строго. 25 лет он ее отправляет на пенсию. И вот сейчас, говорит, опять холостой. Его очередной пассии 25. Все, он ее уже отправил и теперь свободный. Так что... Ди Каприо по знаку зодиака Скорпион. Я в эту чушь не верю, Саня, я не знаю, кто он там по знаку зодиака. Я знаю его по одному фильму, в «Титанике» он снимался. Он и очень всё. многих фильмах сыграл, Да? очень хорошо. Не, он хороший артист. Он очень Хороший, хороший актер. очень хороший актер. Он очень хорошо играет. Он сыграл очень хорошо в фильме «Пляж». А, «Пляж» в Таиланде снимали. Я читал про него рецензии, но так и не посмотрел его ни разу. Шикарный фильм. Я его смотрел, видел. Просто. Я все фильмы Леонардо Ди Каприо видел. Ну что, пусть посчитают нам, наверное, да? Конечно, Можно зайти. теперь уже хватит. Карта. Бонусная карта есть у тебя? А, нет, карт нет. Вы сами можете спасти через сайт «Козловица» или через приложение «Чешские пивные». У вас будет копиться 15% от чека баллами. Также в воскресенье, понедельник, вторник скидка на пиво. А где это можно? Через чего сделать? Просто приложение «Чешские пивные». Ладно, Сань, потом сделай. Супер. Почему Да. сейчас? Сделать и сразу за это Конечно. баллы начислятся. Ну, делай. Прям сразу 15? Уже сейчас. В течение суток оно по-разному. Что Бывает по-разному? сразу, бывает в течение суток поступает. Не, сейчас посчитают минус 15 или как? А, нет. Нет, наоборот прибавить в следующем разу. В Когда мы... следующий раз, когда мы придем с тобой, если летит Иванович, у нас уже здесь будет скидка. Она бонусная накопитель. Вряд ли мы сюда уже придем. Почему? Но можем сказать, на Моросейке там есть тоже. Как, Валентина Ивановна, дела? Отлично. У меня всего 2 человека было. Так. Красивая девушка. Все, рассчитались. Спасибо.
конфетку. Спасибо. Так, итого мы посидели На 3 905. я меньше Вам не посчитала. надо. Вам зачем это? Как зачем? А я всегда контролирую. Я никогда не разрешаю безумных. Это чего, жвачка, что ли? Да. Я не живу. Вот. А то выскочат. У меня у кого ничего не выскочит. Я говорю, у меня натуральные зубы, мои дорогие. 4000 на троих. Ничего Ну, себе, нормально. да. Ну, нормально. Ну, правильно. Колбаску одну принесли, Да ё-моё. ладно, все хорошо. Ага, Правда, ничего не ели, да, Валентина не Ивановна? говори, Выпили Игорь. по 2 пивка, кто-то одно. Кружка. Вам больше нельзя. Ой, ой. Почему? Не будь здоров, в воскресенье. Я День военно-морского. пьяная буйная, да, Валентина Ивановна? Нет, я не буйная, я спокойна. Ну что, понравилось вам здесь, скажите? Здесь, да, конечно, понравилось. Еще придем. Конечно, а почему и нет? Я тебе говорю, надо на Моросейку пойти, там тоже пивная крушовица. Такая же Да пивная. сделать мы пивную-то берем не просто как пивную, а надо взять что-то, чего-то, как результат уже нашей работы. Вот мы сегодня прошли по Чистопрудному. Но по Моросейке можем погулять. Я Моросейку знаю, но там А там особо- все изменилось. Да, Чё, там по- пойдемте? Там очень сильно. Пойдем, а может и не пойдем. А может останемся. Да. До вечера останемся. До ночи у Валентины Ивановны стоит. Ой, Вы ой. здесь остаетесь, да, Ой, Валентина Ивановна? Ой, ой. А? До свидания. Смотрите, ты уже- смотрите нас ВКонтакте. А что ВКонтакте, не в Ютубе? А, видите, Ручку Ютубе. подай. Она говорит, ей не надо никогда. Да, я всегда Я сам- начинаю ей подавать, она А мне я начинает. самостоятельно. Игорь, слышишь, Игорь, Нет, по ступенечкам подай, пожалуйста. вас не поймешь, мадемуазель. Да, уж мне... Чё, уже какую мы сейчас идем? лето в Москве. Обратно или туда пойдем?